Следующий уровень 1.5. Здесь есть три варианта его прохождения. Вариант первый, если мы не отменяем Deadman Walking, то есть не съедаем таблетки на уровне с гостиницей. В этом случае все довольно просто, мы просто бежим в конец уровня. Однако этот способ медленнее, ну где-то секунд на 15, я думаю, потому что мы не сможем сделать сейф-глич в стартовой кассе. Нам придется немножко больше дистанцию пройти пешком. Поэтому я, наверное, этот способ не буду показывать, я покажу оставшиеся два способа. Вот мы переходим на уровень, и в загрузочном экране мы зажимаем Quick Save. Желательно, чтобы в этот момент, то есть когда мы заканчиваем уровень 1.4, чтобы у нас была в руках либо граната, либо кусок трубы. Ну, то есть оружие, с которым мы можем кувыркаться на зажатую кнопку Shoot Dodge. Таким образом, мы сразу же после обретения контроля над пейном мы сможем кувыркаться. Скипаем комикс, грузимся и делаем 7 кувырков. Это самый быстрый способ. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вот где-то на углу делаем седьмой, зажимаем Quick Save. Раз, два, три, 4. Делаем 4 кувырка. Входим в дверь и делаем еще один Quick Save. Кувырок. Еще один Quick Save. Раз, два, еще один Quick Save. Так, разбиваем вот эти вот баллоны. И желательно также убить вот этого врага. Наверное, в сейф-гличе желательно это сделать. И не отжимаем сейф. Ждем. Все, нас телепортировало. Мы можем идти вот сюда. Кувыркаемся на 30 FPS. И мы оказываемся где-то вот здесь, вот на этой позиции. Собственно, это самый быстрый способ. Здесь мы оказываемся ближе всего к выходу с уровня. И кроме этого, мы также взорвали баллоны, которые там. Ну, взрыв баллонов на самом деле мало что сейвит. Вот. Единственное, что если вы делаете эту страту, когда вы поджигаете вот эти вот баллоны, да, давайте я даже покажу триггер. Вот смотрите, вот этот массивный голубой триггер, в него ни в коем случае нельзя заходить, то есть нельзя уходить вот в эту сторону, потому что этот триггер активирует, ну, то есть здесь разрушится стена и будет гореть огонь, а поскольку у вас игра телепортирует после кат-сцены, вы не сможете просто дальше пройти, у вас игра софтлокнется, вам придется грузить сейф. Вот, это самый быстрый способ. Как запомнить, какое количество кувырков надо делать, я опять же себе на сплиты ставил подсказки. То есть 7 кувырков Quick Save, 4 кувырка Quick Save. Потом, значит, дальше вот спускаемся по этой лестнице. Можно, наверное, даже пешком спуститься, не обязательно кувырком. Входим в дверь и тоже Quick Save делаем. Вот, потом, то есть сразу еще один кувырок, еще Quick Save и 2 кувырка Quick Save. Потом разбиваем баллоны, убиваем чувака. Ну и, короче, остальное вы видели. Покажу еще альтернативный способ. Собственно, почему я эту стратегию не делаю? Потому что у меня довольно медленно получается прожимать F9. Я мало что сейвлю на этой страте. Альтернативный способ — это если мы делаем Dodge Roll Immortality Glitch. Просто со старта зажимаем... Так, давайте я триггеры офну. Просто со старта зажимаем кнопку кувырка и вправо. Кувыркаемся в ту сторону. Значит, смотрите, сейчас цистерна взорвется, один взрыв будет и начнет переворачиваться. Вот один взрыв, я отжимаю кнопку Shoot Dodge. При этом держу кнопку вправо. После этого вот она сейчас перевернется и будет цепочка из 3 взрывов. 1, 2, 3. На третьем взрыве, где-то спустя, ну может быть полсекунды после третьего взрыва, я прожимаю один раз кувырок с зажатой кнопкой вправо. Вот сейчас будет раз, два, три. Вот сейчас прожал и сразу бегу вперед. Переключаюсь на лучшее оружие, на дробовик, и бегу вперед. Эта страта чуть помедленнее, если вы идеально прожимаете F9. То есть вот смотрите, я оказываюсь где-то вот здесь на углу. А при вот самой быстрой стратегии я оказывался где-то, ну вот здесь, наверное, да? То есть, но здесь у меня есть Dodge Roll Immortality Glitch, который мне позволит игнорить врагов.
если я правильно его сделал. Если у вас по какой-то причине тяжело получается этот Dodge Roll Immortality Glitch, то, да, забыл сказать, на высоком FPS, опять же, слайдим по лестнице. Так вот, если у вас плохо получается Dodge Roll Immortality Glitch на этом уровне, то при входе вот в эту дверь можно сделать выстрел. Таким образом, это агрит противников так, что они мимо вас будут стрелять. То есть они с меньшей вероятностью в вас попадут, если у вас глич не получился. Но если глич получился, то все окей. Значит, подбираем 3 молотовых с этой коробки. Давайте я чела убью, чтобы он не мешал. Значит, переключаюсь на 100 FPS, и нам нужно наиболее быстрым способом поджечь вот эти вот баллоны, которые откроют вот эту вот закрытую дверь. То есть, как я это делаю? Смотрите, вот здесь горизонтальный баллон, именно он взрывает дверь. Можно, конечно, просто выстрелить, вот, но это немножко медленно. Что я предлагаю делать? Вот мы бежим на диагональном стрейфе вот до этого места. Здесь, видите, на полу доски, они образуют букву X, как бы некоторую, да? И мне нужно с этой позиции, вот с этой буквы, кинуть молотов в стену. Вот видите, здесь такое небольшое сердечко из облезлой штукатурки на стене. Вот в него я должен попасть. Это немножко сложно, учитывая, что нет прицела из-за сейф-глича. Но в принципе это возможно. То есть вот помните, что прицел он всегда где-то в середине экрана. Ну не где-то, а он конкретно в середине экрана всегда находится. И значит, из-за того, что у нас сейф-глич, мы должны чуть повыше целиться. То есть вот я постараюсь сделать на ходу это. Слишком высоко кинул, но в принципе сработало. Идеально. Вот этот молотов взорвался, точнее баллон взорвался и открыл нам дверь. Если вы делаете эту страту, то есть небольшой шанс того, что вы слишком поторопитесь и войдете в радиус взрыва баллона, поэтому ну, надо быть здесь осторожным тоже. Но в принципе здесь можно как-то особо не замедляться, просто на ходу дать молотов и бежать в сторону двери. Довольно низкий шанс того, что вас взорвет этот молот. Дальше бежим вот сюда, переключаемся на 20 FPS и готовимся делать суперджамп по лестнице на дробовик. Сделали суперджамп, убиваем вот этого врага, подбираем с него инграм. Дальше берем молотов и кидаем молотов примерно вот сюда. Переключаемся на огнестрел и лутаем здесь ключ на высоком FPS, чтобы Макс не тупил. Значит, когда вы выбегаете, вот здесь вот этот вот враг тоже преследует вас, и нужно быть готовым. Он может быть где-то вот здесь вот, то есть он может заблочить вам путь. Ну, если вы довольно медленно, допустим, замок расстреляли с пистолетов или еще там как-то затупили. Поэтому надо быть готовым его убить хедшотом, чтобы он вам путь не блочил. Также вот эти враги, почему мы кидаем молотов? В принципе, можно этого не делать. Но, опять же, когда вы берете ключ и на обратном пути выходите, они будут где-то вот здесь, будут блочить вам путь с высокой долей вероятности. Поэтому, собственно, это одна причина, почему желательно молотов кидать. То есть вот мы выходим и где-то вот как бы немножко префайром выглядывая из-за колонны, мы кидаем молотов вот сюда в сторону. И вторая причина, по которой мы это делаем, у одного из врагов есть инграм, а патроны на инграм, они достаточно ценные. Кстати, вот на этом уровне мы впервые подбираем инграм, и теперь у нас ну, довольно значительную часть игры дальше лучшим оружием будет инграм, либо двойной инграм, ну, потому что мы почти сразу подбираем второй. Это нужно иметь в виду, если вы делаете суперджампы на лучшее оружие. То есть у вас лучшее оружие будет выбираться одноручно. Поэтому прыжки на лучшее оружие вы должны делать с дробовика на инграма. Дальше, значит, мы бежим вот в эту дверь. Здесь чуть-чуть может чел подблочить, это не особо страшно. Вот здесь, когда мы выглядываем из-за вот этого угла, вот видите, стоит чел. Этот чел по скрипту убегает, когда мы вот выглядываем из-за этого угла. Поэтому его желательно убить. Прям нежелательно, а я бы сказал 100% надо убивать. Потому что с него лутаются 2 гранаты. Как его проще всего убить? Вот смотрите. Мы вот так вот забегаем и на боковом стрейфе, он меня увидел. Здесь триггер довольно такой, ну, широкий.
Короче, мы на боковом стрейфе выглядываем, и у нас прицел уже должен быть на том месте, где он стоит. Ну, иногда он все равно убегает, тварь ебаная. Все, словили, убили, залутали гранаты, обязательно. Вот этот чел с обрезом, его игнорируем. И следующий враг на верхнем этаже, у него 2 ингама, его тоже крайне желательно убить, потому что, опять-таки, патроны на ингам ценные. Точно по такой же тактике мы прицел, значит, выставляем и готовимся его убивать. Все, убили, залутали ингам, поднимаемся вот сюда, прыгаем на перила, на вторые, на третьи, соскальзываем. Здесь на взрыв не обращаем внимания. И когда мы входим в эту дверь, здесь вот этот враг с дробовиком очень опасный, если у нас все-таки не получился Dodgeable Immortality Glitch. Ну, если он у вас получился, то вообще проблем никаких, вы просто проходите на похуях, и вот здесь конец уровня, нужно выпрыгнуть в это окно. Но если у вас Dodgeable Glitch не получился, то есть 2 варианта. Ну, первый, это мы делаем кувырок, по нам гарантированно никто не попадает. Либо второй вариант, побыстрее, мы просто включаем Unbend FPS, и по нам тоже не попадают. Давайте я даже отменю себе Dodgeable Glitch и покажу. Вот, мы на высоком FPS, по нам не попадают. И все, мы выпрыгиваем вот в это окно, и конец уровня.